Новинка от бренда Realme, которая имеет активное шумоподавление до целых 50 дБ, режим прозрачности, мультипоинт до 2 устройств, двухдрайверную систему, кодек высокой четкости LDAC, возможность индивидуально настроить звучание, технологию пространственного аудио, функцию «золотой профиль звука», функцию «динамический бас», время автономной работы до 40 часов вместе с боксом и 11 часов на одном заряде наушников. Водонепроницаемость класса IPX5, и это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Realme Buds Air 5 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в желтой небольшой коробке из плотного картона. На ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковано все, разумеется, надежно. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки, комплект неплохих амбушюр и краткое руководство. Вес бокса 37,1 грамма, вес одного наушника 4,8 грамма. Габариты бокса 68 на 49 на 24 мм, габариты наушников 30 на 19 на 21 мм. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр и обыкновенной сеточкой. Размеры звуковода следующие: 6,4 на 5,1 на 3 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого сейчас разыгрывается смартфон Honor Magic 5 Ultimate, условия в описании, и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного, тем более на Али сегодня опять стартует распродажа, которую уже они 2 раза в месяц проводят. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть две расцветки. Это черный и бежевый. Внешне что бокс, что наушники выглядят практически так же, как модель под названием Realme Buds Air 3. Разумеется, на нее у меня тоже был обзор. Бокс глянцевый, выполнен из пластика, материалы марки. На крышке есть интересная вставка с надписью Realme. Форма бокса овальная. В кармане бокс слегка мешается, сборка бокса хорошая, также люфт у крышки отсутствует. На корпусе расположили LED-индикатор, кнопку сопряжения и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, шарнир пластиковый и крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень удобно. Извлекать наушники не совсем удобно, так как наушники скользкие, нужно к этому делу привыкать будет где-то дня 2. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри на матовой поверхности у бокса расположили два глянцевых места под наушники с двумя контактами для зарядки, все как у всех. Притом в каждом. И краткая информация мелким шрифтом. Наушники в боксе сидят плотно. Если попытаться их вытряхнуть, то нужно будет приложить усилия. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого пластика, дизайн на любителя. Как по мне, данная модель слегка громоздкая. Сборка неплохая. Что касается посадки, то с ней лично я проблем особых не обнаружил. Сидят наушники в ушах плотно, дискомфорта на протяжении 2 часов я не обнаружил. При занятии спортом из ушей они не выпадают. Пассивная шумоизоляция средняя. На корпусе расположили два контакта для зарядки, по 3 микрофона с шумоподавлением ENC на каждом наушнике, и последний — это сенсорная панель. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение игрового режима, регулировка громкости и переключение между режимами шумоподавления. Одиночного тапа здесь нет. На тапы наушники откликаются быстро, переназначить команды возможности есть, но использовать базовые команды одновременно нельзя. К примеру, чтобы использовать регулировку громкости, придется выключить переключение треков. Как по мне, можно было бы доработать данный момент, поэтому от меня за управление минус. Команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на китайском языке. Далее, оснащены наушники 11-мм низкочастотными динамическими драйверами и 6-мм микропланарными твиттерами. Частота дискретизации здесь 96 кГц, частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 40 кГц, имеется поддержка Hi-Res Audio Wireless, активный шумодав здесь, внимание, до 50 дБ с 4 режимами работы, и показал он себя отлично. Все режимы настроены, как по мне, хорошо, но вот умный режим отрабатывает не столь корректно, как хотелось бы. Также есть режим подавления ветра и персонализированное шумоподавление. Шумоподавление в максимальном режиме, шум метро глушится отлично. Режим прозрачности не раздражающий, и пользоваться им при разговоре с собеседником даже на улице в целом удобно. Плюс еще два режима, такие как усиление голоса и шумоподавление ветра с одним наушником, что ANC, что режим прозрачности, не работают. И это тоже недостаток. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но переподключаются они с задержкой. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Анимации при подключении я не обнаружил, может быть, на каких-то смартфонах она и есть. Мультипоинт на 2 устройства есть, за что спасибо. Датчики автоматической паузы отрабатывают хорошо и без нареканий. Далее, полный цикл зарядки бокса и наушников у меня занял 2 часа 6 минут. Наушники от бокса заряжаются около 1 часа. Беспроводной зарядки у бокса я не обнаружил. Отыграла данная пара по кодеку LDAC на 70% громкости, без активированного активного шумодава, со стоковым звучанием, внимание, целых
целых 7 часов. Понятно, не 11, как они обещали, но они не на алдаке его использовали и на 50% громкости, то есть 7 часов это прям очень круто. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX5. Я искупал их в воде, так делать не стоит, но я купал их 30 секунд, после чего я их просушил, проверил функционал, они пока работают. Но помним, что подобные штуки могут умирать через какое-то время после утопления, поэтому максимум мелкий дождик они не боятся, а всего остального боятся. И не стоит также экспериментировать. Для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Realme Link. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, а чтобы посмотреть заряд аккумулятора бокса, нужно в него поместить наушники. Далее есть регулировка шумоподавления, 4 звуковых эффекта, серенада, оригинальный звук, чистые басы и глубокий бас. Ко всему есть возможность добавить 3 кастомных эквалайзера, но минус за то, что кастомный эквалайзер простой. Далее можно обнаружить функцию золотой профиль звука для оптимального звучания, учитывая особенности человека, который использует наушники. Данная функция заметно меняет звучание, но настройка, которая предоставлена была для меня, не так сильно мне понравилась, если сравнивать со стоковым звучанием. Оно здесь было для меня лично лучше. Из интересного в приложении также есть пространственное аудио, но оно без отслеживания положения головы, и работает данная технология не во всех приложениях. Далее можно включить кодек высокой четкости LDAC. К слову, он спокойно работает даже с включенной функцией мультипоинта. Для регулировки низких частот есть функция динамичные басы с ползунком, которым можно отрегулировать мощность басов. Помимо уже перечисленного выше, есть вкладка для перехода в настройки Bluetooth Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает Dolby Atmos, настройка мультипоинта, включение-выключение игрового режима, проверка прилегания наушников, настройка сенсорного управления, включение-выключение датчиков автоматической паузы и функции автоответа. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту помимо LDAC есть также AAC и SBC. Через две стены наушники не отваливались от смартфона, и фризов я не наблюдал, что радует. С включенным игровым режимом, который по заявлению производителя снижает задержку до 40 миллисекунд, задержка на YouTube незаметна, что неудивительно. Но, конечно, 40 миллисекунд мы не имеем. Но, несмотря на это, играть в шутеры комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают неплохо, окружающие шумы глушатся, перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Realme Buds Air5 Pro. Как только Realme вошли в эту категорию ТВС, в принципе, все стало хорошо. Почему? Потому что Realme, как и анкера, плохого не делают. Насколько хороши микрофоны вы сейчас слышите, какие-то минусы у них, разумеется, есть, но в целом они хороши всегда. Звучание. Я тестировал звучание с различными звуковыми профилями и функциями для персонализации звука. Отмечу, что все технологии и функции, которые есть в данной модели, отрабатывают отлично, кроме как технологии золотой профиль звука и кастомного эквалайзера, опять же, по моему мнению. Но я скажу о стоковом звучании, оно имеет отличный запас громкости. Я лично прослушивал музыку не выше, чем на 70%, звучание с уклоном на низкие частоты, при этом оно хорошо сбалансировано и энергично. Бас плотный и глубокий. Середина имеет великолепную проработку, а высокие звучат отчетливо и приятно. Детальность на отличном уровне, инструментал отыгрывает данная пара качественно, сцена средняя, вокал как женский, так и мужской звучат выразительно. Учитывая стоимость, Realme Buds Air5 Pro звучат очень хорошо. Из минусов: неполноценное сенсорное управление, бокс скользкий, как и наушники, ко всему материалы марки. Некоторые режимы шумоподавления по факту бесполезны. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного, тем более, напоминаю, сейлы на Али сейчас проходят 2 раза в месяц, так что полезное там появляется чаще. Всем, кто посмотрел данный ролик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту, и двойное спасибо, если вы еще и колокольчик поставили и написали в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Постараюсь, куплю, расскажу. Резюмирую. Беспроводные наушники Realme Buds Air5 Pro, в отличие от Realme Buds Air 3, имеют обширный функционал и качественное звучание, но внешне они практически как две копии. Я приятно удивлен новой моделью от Realme, от меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.